Наконец-то мы добрались до самого сказочного города Польши – Закопане. В этом видео мы покажем вам лучшие локации Закопане, пройдемся по одной из самых популярных улиц Польши и поднимемся на гору, чтобы окончательно влюбиться в это место. Будет атмосферно, бюджетно и красиво. Так что готовьте себе чай и приятного вам просмотра. Закопане – это самый южный и высокий город Польши у подножия Татр, который расположен на высоте 750 100 метров над уровнем моря. Здесь проживает чуть больше 27 тысяч людей, а посещают его около 1,5 миллиона туристов каждый год, если не больше. История Закопане насчитывает 400 лет, и по одной из версий этот город был создан благодаря пастухам, которые решили здесь осесть. Под конец 17 века это была деревня с 43 жителями. Это как вы, я и еще 41 человек. Потом деревня стала маленьким городком, где проживало уже 445 семей. К 19 веку Закопане стал центром горнодобывающей и металлургической промышленности, а позднее лечебным курортом. И уже к нашему времени стал туристической столицей Польши с невероятной природой, атмосферой и тонной активностей. Добраться до Закопане лучше всего на поезде. С Кракова или еще лучше Новой Тарго, как это сделали мы. Поездка с Кракова до Закопане стоит плюс-минус 25 злотых и длится чуть больше 3 часов, а с Новой Тарго 6,5 злотых и 27 минут. Но каких? В такой дороге не то, что не заскучаешь, но и не заметишь, как прошло время. Живописные виды и безлюдный вагон в старом поезде делают эту поездку особенно приятной. А выходя из поезда, ловишь обалденные спойлеры в виде гор и холмов. Начнем нашу прогулку с очень красивой поляны в центре Закопане. Здесь можно устроить пикник и отдохнуть. Вообще, что мне особенно нравится в Закопане, это то, что он отлично облагорожен. На поляне подстрижена трава, есть лежаки, туалеты, хоть и платные, детские площадки и зоны отдыха. Вы думали, это все? Но нет. Через дорогу находится вторая часть этой поляны, и когда мы в прошлый раз здесь были, то здесь было людно, шумно, видимо, был какой-то фестиваль или праздник, поэтому было много людей, играла музыка, а сейчас здесь невероятно спокойно, тихо и уютно. Здесь очень такие просторные места, людей мало, хотя сейчас утро, возможно, поэтому, но атмосфера здесь невероятная, и гулять здесь, отдыхать – просто наслаждение. Одна из популярных тур-локаций в Закопане – это перевернутый дом, который бесплатно вы даже не увидите в полном объеме, только кусочек. Мы посчитали, что 20 злотых того не стоит заходить внутрь, да и концепция нашего видео про бюджетность, поэтому движемся дальше. И как оказалось, сразу за поворотом находится еще один перевернутый дом, но уже с другим смыслом. Инсталляция посвящена жертвам войны в Украине и трогает до глубины души. Без чего не может существовать курорт? Конечно же, без отелей. Гуляя по городу, мы нашли очень красивый, эстетичный 5-звездочный отель и захотели показать его вам. Рядом находится 3-звездочный отель, зато со своим ручейком и очень красивой территорией. Кстати, вот таких вот ручейков или горных речек в Закопане очень много, и возле каждого хочется остановиться и зависнуть на пару минут. Тем временем мы пришли с вами в маленький, но уютный парк. Еще одно место спокойного отдыха в Закопане. Место очень красивое и ухоженное, так что ставлю ему лайк обязательно. А мы сейчас как раз пообедаем. Мы, как продуманные туристы, взяли еду с собой, вместо того, чтобы идти в заведение, тратить там деньги. Это дешевле, полезней и все. Вот, так что взяли с собой гречу, отбивные, овощи, яйца и еще батончики. Как она прыгает.
Кстати, про климат. Он здесь довольно прохладный по сравнению с другими польскими городами, и даже Новый Тарг теплее, хотя находится по соседству. Ну и как в других горных городах, погода здесь очень изменчива. Солнце может резко смениться дождем и наоборот. Улица Закопаны – это отдельный вид искусства, потому что здесь невероятно уютно, зелено и спокойно. Особенно, когда не слышно машин. Чего стоит местная архитектура, выполненная в таком чисто закопанском стиле? Этот стиль был разработан польским художником и архитектором Станиславом Виткевичем, который, в свою очередь, вдохновился искусством высокогорного региона Польши Подхалы. Я лично обожаю гулять по обычным городским улицам и жилым районам, потому что именно так можно ощутить настоящую атмосферу места, которая теряется в шумных туристических достопримечательностях. Кстати, жить в Закопане я бы не хотела, потому что здесь очень дорого. И это логично, учитывая расположение, природу и наплыв туристов. Поэтому мы, собственно, и переехали в Новый Тарг, потому что это сильно разумнее и дешевле, чем жить в самом Закопане или ездить из Кракова. Цена аренды хорошей квартиры стартует от 1500 евро в месяц, а больше всего вариантов стоит 3000 евро. Это если брать август и бронировать жилье на Airbnb за месяц. А вот и самая популярная улица города, а то и всей Польши. Ну, как минимум одна из, потому что какое бы время дня или года ни было, здесь всегда людно и шумно. На этой улице находится куча ресторанов, пабов, магазинов и прилавков с местными сырами и сувенирами. Как говорится, кони и люди смешались в одном месте, причем буквально. А еще, если вы заметили, интересная фишка этого города – это вот такие вот закрученные фонари. Место живое и атмосферное, но задерживаться мы тут не будем. Потому что самое время подняться на гору и посмотреть на Закопане с высоты. В Закопане есть много вершин, которые можно покорить на фуникулере или своих двух. Сегодня мы выбрали фуникулер и Гупаловку. Билет вверх-вниз на фуникулере стоит 29 злотых, но мы выбрали более интересный вариант за 25 злотых. В конце видео поймете почему. Но если хотите сэкономить и любите прогулки в гору, можете подняться самостоятельно и бесплатно. Друзья, у меня просто нет слов. Посмотрите сами, какая это красота, какая панорама здесь открывается и сколько всего здесь видно. Много уровней гор, разные домики, спуски. Кстати, горы реально видно, даже снег там наверху. Посмотри, какая красота. А еще здесь просто миллиард туристов, очень громко, шумно и просто все раздражает. Все быстро занимают все локации, где можно стать и посмотреть на эти виды. Вот повернись, сколько здесь людишек. Наверху, везде. Просто жесть, больше, чем в самом городе. Но это логично, потому что место реально топ. Вот. Но это очень сильно давит, учитывая, что я уже сгорела и чувствую себя так прикумаренно немножко. Ну да ладно, кайфуем, наслаждаемся этими видами. Вообще, горные виды спорта в Закопане мега популярны, особенно зимой. Во-первых, в Татрах есть 16 пешеходных дорожек, которыми мы с вами еще попутешествуем. А во-вторых, здесь популярны скалолазанье и лыжный спорт. Высокий сезон катания в Закопане длится всю зиму и продолжается до апреля-мая. Причем горнолыжные трассы здесь универсальные и подходят всем – детям, взрослым, новичкам и профессионалам. Схем трасс много, а перепад высот аж 930 метров, где самая высокая точка – это Каспровый верх. Аренда лыж или сноуборда обойдется вам в среднем в 60 злотых в день, а часовое занятие с инструктором злотых так 150. И это отличный вариант для новичков. Но если вы опытный любитель или райдер и четко знаете, какое именно снаряжение
снаряжения вам нужно, то подобрать его можно с помощью e-каталог. Тут для этого есть все необходимые фильтры. Например, вы можете выбрать подходящую цену, производителя, стиль катания, длину, форму, жесткость лыж и так далее. И если посчитать, то в среднем за 14 дней вы спокойно окупите аренду, так как в самый пик сезона на курорте цены очень высокие. Свое иметь выгоднее. Ссылку на страницу с лыжами и бордами я оставила в описании. Переходите, пользуйтесь и экономьте. Мы тем временем направляемся к нашему спуску, потому что идти к нему очень долго. Это будет канатная дорога, и она находится в другом месте, дальше, чем фуникулер. Отошли от толпы людей, просто аж отлегло от сердца. И просто посмотрите, какую красоту мы нашли. И здесь тихо. Кстати, Татры также охватывают часть Словакии, граница с которой пролегает где-то в горах. Так что во время прогулки, если можно так назвать походы по горам, можно случайно переходить из одной страны в другую. Как хорошо! Спускаемся мы, значит, по другому спуску. Называется Бутаровый верх. Самая высокая точка Губаловки, насколько я поняла. Красота невероятная. И самое главное, это не тот фуникулер, как автобус, скажи. Вот махина, в которой душно, воняет. Очень много людей, да. И все снимают телефоны. Тут мы вдвоем едем, кайфуем, чувствуем воздух. Красота. Мы реально так низко, что даже не страшно. Ну хотя вообще, если падать, стрёмно, конечно. Ну, спина сломается. Спасибо. В общем и целом, Закопане — это действительно сказочный город со своим вайбом и прекраснейшей, красивейшей природой. И, как я обещала, я действительно окончательно влюбилась в город после того, как мы поднялись на гору. Обещала — сделала. Надеюсь, через это видео нам удалось передать атмосферу Закопане. Если да, то ставьте лайк и обязательно делитесь своими впечатлениями в комментариях. Всегда рада читать, что вы пишете. А мы увидимся с вами совсем скоро, в следующем видео. Пока!